Значит, цель сеанса — расторгнуть все контракты, зайти вглубь и вытащить корень моих проблем, выйти из своей негативной матрицы и перейти в живую материю любви, радости, счастья, богатства, изобилия. Передать информацию своей родственной душе, помочь в очищении, если это возможно, если от меня зависит, и передать, что я жду его. Аспекты. Первое. Хочу понять, что произошло, и убрать негативные программы, мешающие, блокирующие мои действия, убрать самосаботаж. Ситуация была такая. На ночь слушала молитвы, там благодарности Творцу, что там очистить мой разум от тревог и сомнений, наполнит разум ясностью и божественной мудростью. Заснула. Просыпаюсь ночью с четкой мыслью, что сейчас не надо продавать эту квартиру, так как залезем в точно еще в один кредит, будет не хватать денег, подождать год, когда закончится старый кредит, который у меня сейчас, и пока заниматься собой. И к концу следующего года спокойно все сделать. Внутри меня пошел конфликт. Я отцарапала ногтем себе руку ночью, и было ощущение, что скрестились два штыка, и наступил ступор. Значит, вопрос, что произошло на тонком плане в этот момент? Кто транслировал эту мысль? Мое высшее я или блокирующая программа? Я третий раз сняла квартиру с продажи. Когда мне написал мужчина, что хочет посмотреть нашу квартиру, то пошел страх и отторжение. Хотя до этого я всем ее показывала. Возможно, что я испугалась, что действительно продам эту квартиру, что он ее купит. Почему пошел отказ с моей стороны? Я же хотела все-таки разъехаться с мужем Александром. Хочу это посмотреть и убрать блокирующие программы. Второе. Хочу понять причину, по которой накричали на меня на работе. Почему я это позволила? Убираю из себя программу жертвы. Нахожу самый первый случай, когда я прогнулась, отказалась говорить. Отказалась от себя. Отдаю обратно весь негатив и последствия. Ситуация была такая. На работе кондиционер работает на 3 отдела. Дует в основном на меня. Часто мерзну, плечи спазмируются. Долго дома не могу согреться. Буквально, может, там день-два даже согреваюсь. Когда сказала, что мне холодно на работе, то продавец соседнего отдела на меня закричала. Типа, хватит там, пи и так далее. Только тебя и холодно. До тебя, кто работал, никто не жаловался, ну и так далее. У меня пошли слезы на работе, это прям с утра. И я долго не могла успокоиться. В жизни мне легче промолчать, чтобы не вызвать конфликт, и сделать что-то самой, не прося о помощи, лишь бы не кричали. Например, с мужем такая ситуация. Лишь бы не кричал, все делать самой. Легче уйти, сбежать, уехать, там уволиться с работы. Трудно отстаивать свои позиции. Не хватает внутренней силы. В детстве отец запрещал рассказывать бабушке о том, что происходит дома в семье, о его насилии над нами. Говорил, что много болтаю. Был такой сон после этого. Много людей вокруг, и я пою. Голос такой красивый, людей становится все больше и больше. Вдруг одна женщина говорит: «Стоп, хватит петь». Я замолчала и думаю, мне осталось допеть последний куплет, всего 4 строчки. Почему нельзя? Почему мне затыкают рот? Обиделась и проснулась. Вопрос. Почему мне запрещают говорить, петь, затыкают рот? Убираю причину, импланты с горла и голосовых связок. Когда я это прописывала, то у меня какое-то пошло здесь, какие-то энергии стали двигаться, что-то происходить в области горла. Если там есть какие-то импланты, подключки, то это я все убираю, расторгаю контракты. И я отказываюсь голосовать на выборах, отдавать свой голос. Убираю эту импланты с горла, голосовых связок и возвращаю мощь голоса, силу, убираю все ограничения. Третье. Отказываюсь просить у Саши 100 рублей за лампочку. Убираю все последствия конфликта. Я богата, делаю только то, что хочу. Ситуация такая. С трудом меняю лампочку, капсулу, еле достается. Сам он это не смог сделать. Покупаю 3-й раз, сказала ему: с тебя 100 рублей за лампочку. Не можешь сам поменять, так оплати. Это дешевле, чем вызвать электрика. Он закричал, сказал, что я жадная, и так нам давал деньги, когда были нужны, ну и так далее. После этого мое тело все спазмировалось, сжалось. Было тяжело. Вопрос: какая программа во мне сработала? Убираю жадность, бедность. Получается опять, что лучше молчать, чем что-то говорить. Расторгаю контракты, если они есть. Отдаю обратно весь негатив и все последствия.
Четвертое. Выбираю причину, по которой я постоянно хочу есть. Прямо бывает трясет, там хочу конфет, какое-то идет внутри волнение, постоянно нервозность. Ну, интересно было то, что вот сейчас перед сеансом, ну, думаю, маленько так поем, да, вот, и начинаю есть, и такая мысль, хоть напоследок поесть. Я думаю, почему напоследок? Думаю, вообще кто-то говорит, когда я задала вопрос, кто-то говорит, ну, там такой ответ, да типа твой дух. Я думаю, что за дух, что такая за программа негативная, кого я вообще кормлю? Был такой сон. Зашла на кухню, все ели пироги, мне не оставили. Закипела злость, поднялась сильная злоба, я закричала, почему мне не оставили пирогов? Там все пошли, типа отсюда, и в ярости смахнула со стола всю посуду. Вообще что-то такое было во мне. Сон второй, также про еду. Значит, муж и женой в образе моих родственников, а во сне я знала, что это Илья с Моной. И Мона варит суп, предлагает мне этот суп есть. Смотрю, а суп странный, огромные камни в супе, но говорю, что есть буду. Сейчас я отказываюсь от этой еды, отказываюсь вообще взаимодействовать с ними. Выбираю гипноз, потому что, например, когда я ем сладкое, у меня ощущение, что как будто бы под гипнозом мне так прямо хорошо, в голове так прямо легко. Выбираю весь гипноз, все воздействия, расторгаю контракты. С этого дня ем только здоровую пищу и только столько, сколько нужно моему телу для жизни и энергии. Пятое. Отказываюсь от маски ухмылки на моем лице, от дурацкой улыбки, отказываюсь смеяться над людьми и шутить. Это было моего отца. Отказываюсь от этой программы негативной, отказываюсь шутками прикрывать свои дефекты. Хочу убрать этого духа, разрушителя, которого я чувствую внутри. И иногда, часто, даже бывает, часто слышу какой-то внутри смех. Шестое. В снах часто много людей в моем пространстве. Я еще раз отказываюсь от всей магии, ритуалов, родительских негативных программ. Отказываюсь рисовать знак целензора. Выбираю Илью и Мону с моего пространства. Отказываюсь от контролирующих меня программ стражников. Выбираю всех из моего пространства. Закрываю портал в сердечной чакре. Потому что когда я дышу, мне постоянно хочется как будто что-то убрать из груди. Такой сон недавно был. Сижу в туалете, заходит несколько человек, что-то проверяют, между собой говорят, взволнованные. Это в моем пространстве как будто бы. Один что-то себе записывает в тетрадь, какие-то показания снимают. Я говорю им, а ничего, что я здесь сижу. На меня не смотрят, что-то чем-то встревожены. Расторгаю все контракты, очищаюсь. Седьмое. Слушала тут недавно саблиминалы. Это открытые аффирмации, когда звучит музыка, звуки природы, бинуральные ритмы. Там на здоровье, на красоту. Я отказываюсь их слушать, убираю негативное воздействие, потому что мне потом во сне приснилось, что как будто бы на меня накидывают на мою голову черный платок. И после этого вообще как будто какой-то передоз информации пошел, и вообще никакие практики слушать не хотелось больше. Значит, восьмое. Хочу убрать все воздействия и привязки, которые существуют между мной и мужчиной, которого я называю граф. Это мой постоянный покупатель. Когда я его увидела в первый раз, то было ощущение, что это человек из прошлой жизни, с которым был негативный опыт общения. Неприятная, холодная, жесткая энергетика, взгляд темный глаз как будто проникает в душу и становится жутко. Некомфортно. Ощущение, что в прошлой жизни он был титулованным человеком, хотел меня любить и придушить одновременно. Ну, конечно, что-то я придумываю, но у меня вот такое ощущение, что однажды при виде его у меня сильно застучало сердце. Каждый раз, когда он ко мне подходит, то мне некомфортно. Хочу знать, какие были отношения с этим человеком, расторгнуть контракты, проработать ситуацию, убрать воздействие и привязки. Девятое, по здоровью. Хочу сбалансировать левую и правую сторону тела. Убрать причины проблем с позвоночником, боли в шее, пояснице, правой ноге. Проблемы в тазобедренной части. Убрать импланты, очищаюсь от всего этого. Тут буквально, может, неделю назад, ни с того ни с сего, вдруг появилась такая широкая красная полоса во всю щеку.
такое ощущение, как будто бы от удара хлыстом. И когда я дышала и думала об этом, мне пришла мысль, что это очень важно. Если получится, то я хочу найти эту ситуацию, что происходило, что это за напоминание, и это все проработать и убрать. Также по здоровью был такой сон, буквально 4 дня назад, когда готовилась к сеансу. Был такой сон, что я беру на руки девочку, ну, девочке, может быть, ну, около годика, она только ходить учится, ставлю ее перед собой и говорю ей: привет, давай на тебя посмотрю. Такая ее осмотрела все тело, спереди посмотрела, так ее поддерживаю, повернула ее спиной, смотрю, а у нее на спине, ниже спины, вот где начинаются ягодицы, вверху ягодиц, такие две, как пластмассовые, круглые, какие-то подключки, какие-то присоски. И у меня как раз эти места и болят. Хочу узнать, когда эти импланты появились у меня, эту ситуацию проработать, и расторгнуть все контракты и убрать все импланты и все подключки. 10. Хочу узнать, где сейчас моя родственная душа. Когда я смотрела сеанс с Ольгой, меня это очень вдохновило, и я маленько переделала аспекты, и как раз вот был вопрос, появился вопрос о моей родственной душе. Где сейчас моя родственная душа, почему нет рядом, что произошло. Хочу вам показать эту ситуацию. Захожу вглубь, нахожу и вытаскиваю корень моих проблем. Исправляю ситуацию, расторгаю контракт, помогаю своей родственной душе и себе. И даю ему информацию, что жду его. Как его имя? Интересно то, что в жизни у меня складываются отношения именно с мужчиной по имени Владимир. Может быть, его на самом деле так зовут, может, это совпадение или на самом деле это его имя. Чувствую душевную боль и одиночество. Почему я себя наказываю? Почему выбираю страдания? Сначала отец, потом муж. Какую вину я чувствую? Хочу разобраться в этом и отказываться от всего. Отказываюсь быть виновной в чем-либо и страдать. Не думаю, что это все-таки связано с родственной душой. Передаю информацию дочери Анне. Если что, ей тяжело, постоянно хочет спать. Помогаю ей, насколько это возможно, если она этого хочет. Очищаю кошку Дару, убираю подключки, если есть. Очень странно, но у кошки проблемы со щитовидкой и высокое давление. Даем ей таблетки от давления. Хочу увидеть, что на нее давит, что ее беспокоит. Очищаю и забираю с собой в свое чистое пространство. Все. Ира, очень много снов. По правилам мы можем зайти в один сон. Выбери один сон, который бы ты хотела посмотреть и разобраться в нем. Я думаю, что ситуация ночью, почему пошел как бы вот эти вот два штыка, столкнулись, что произошло, какой конфликт у меня внутри возник. Вот, а так просто рассказывала сны, что может быть что-то прояснится вообще в жизни. Угу. И в сеансе, что может проясниться. Как бы уточняюще. Напомни, пожалуйста, имя мамы и отца. Мама Галина. Отец? Леонид. Леонид. Сон, что такое было, когда во мне этот негатив такой вскипел, такая злость, что я прямо там с матом посуду со стола швырнула, потому что никаких пирогов нет. Что такое было странно. Наверное, вот это. Потому что ситуация с едой очень быстро. Дух сказал поесть в последний разок, наверное. Чувствуешь, что его сейчас выселят. Он находит Смотри, насчет родственной души. Для того, чтобы встретить родственную душу, нужно на нее настроиться. Первое, ну там есть определенные шаги. Некоторые из этих шагов ты уже делаешь. То есть одним из условий есть очищение своего эфирного пространства, своего физического пространства. Физическое пространство у тебя более-менее очищено, то есть ты готова, ты не замужем. На эфирном плане, то есть идет работа, очищение. На уровне физическом осталось осознать, что нужно делать, и на уровне энергетическом. Да? То есть потому что родственная душа находится на глубоком уровне, на уровне духовном.
понять, где он, когда что произошло, что мы расстались. Вот это вот меня интересует. Что случилось? Ну, смотри, это называется, ну, как бы, аспект не аспект, потому что родственная душа, что случилось с кем, с какой из родственных душ? Ну, например, вот у Ольги, да, в сеансе, это ясно, четко прозвучало, она помогла его освободить, да? Вот, то есть это истинный муж получается. А если такой, например, вот именно истинный муж, вот у Жени, например, тоже, да, вот ситуация, человек. А если такой у меня, с которым что-то произошло, мы расстались, и не получается Ну, вот сейчас смотри, одним из важных условий есть это не зацикливаться на этом, отпустить эту ситуацию, а визуализировать вашу встречу. А у тебя вместо того, чтобы визуализировать, что это есть, потому что оно есть, он где-то есть, и ваша встреча есть. То есть в пространстве это уже существует. А ты вместо того, чтобы просто пойти туда и сократить этот путь, то есть это время ожидания своей родственной души нужно сократить. А ты что говоришь, есть ли он вообще у меня? То есть если ты не веришь, что он есть, то как ты его встретишь? Нет, я верю, что я хочу понять, что вообще произошло. Ну, смотри, а как это тебе поможет его встретить, если ты поймешь, что произошло? Ну, если я это увижу, помогу себе и ему. Может, это была ситуация, за что я себя виню, например, что-то, может, я сделала не так, да, в чем-то там. Вот. И если я это исправлю ситуацию, я помогаю себе, помогаю ему, и тогда будет легче. Ну, в первую очередь, смотри, нужно расчистить этот путь. Нужно прислушиваться к своей интуиции. И когда ты его увидишь, ты вот этот щелчок просто почувствуешь. Ты поймешь, что это он. Это все чувствовали, все люди, которые встретили свою родственную душу, то есть они прошли тот же самый этап. Предлагаю почитать книгу «100 секретов настоящей любви», да, Константина Шереметьева. Эта книга очень хорошо настраивает, то есть там все описано, и это не какой-то балабол, это академик, это человек-профессор, который занимается 40 лет изучением мозга. То есть он нейрофизик, он психиатр, он изучает это изнутри, как это происходит, измеряет это приборами. Все эти ощущения, это все, то есть нужно настроиться и понять, как оно работает. Когда ты настроишься и поймешь, как оно работает, ты начнешь идти к этому своему желанию, и оно приблизится. У меня это заняло 10 лет, ну, потому что я специально к этому не шла. То есть если бы я от того момента, когда я узнала, как его зовут, специально делала какие-то шаги для этого, я так предполагаю, что я бы его встретила раньше. Я могла, по крайней мере, его встретить намного раньше, да? Но Виктор, я как-то этого не сделала. я почему-то какое-то внутри себя вину ощущаю, и, может быть, что-то я виновата была. Мне вот этот вопрос больше интересует. Вину за что? Ну, в нашем расставании, например, в какой-то из жизни. Что я не смогла что-то сделать, что-то не успела, что-то не так сделала, и так это произошло. Вот этот меня больше момент интересует. Если такое было, То есть с вины виноватая. да, да, что вот такое у меня ощущение какой-то вины внутри идет. Внутри Мгм. высоты, одиночество, вот такое. И всплывет, конечно. Самое главное проработать, убрать стражников вот этих, все-таки на чем они еще держатся. Ну, Это смотри, вот это чувство вины, его нужно убрать, потому что именно чувство вины и есть тем препятствием, которое препятствует тебе его встретить. вот. И Вот. основано это чувство совершенно не на прошлом воплощении, потому что когда человек умер, он уже все стер, он заплатил за все эти провины, которые он там совершил. А твое вот это чувство настоящее, да, чувство вины, вот эта инфантильность, потому что это тоже проявление инфантильности, да, оно держится когда родители стыдили в детстве, когда они не ценили, когда они ругали. Вот скажи, пожалуйста, было ли такое? Конечно.
У меня вообще ощущение, что я кому-то всем должна, этому что должна, не знаю. Вот, завышенные требования, это как раз то, что ты говоришь. У меня какая-то Потом, всех. да, неприятие своих собственных желаний и потребностей. Ну да, Вот. мне просто Потом, вот что-то а потом на основе этого сложности в отношениях, нарушенная самооценка. такое, что бывает, что я бегу вперед паровоза. Ну и смотри, это нужно понимать, что это чувство вины, как бы без вины виноватое, это очень серьезный груз. Это ноша, иногда даже непосильная. И для того, чтобы эту ношу сбросить, то, во-первых, нужно признать тот факт, что ты ни в чем не виновата, потому что это правда. Да, логически, да, я понимаю, почему-то внутри это вот есть. Я вот это не могу понять. Да, ну, поэтому нужно работать на уровне сознания, на уровне осознанности. Рекомендую не пропускать наши занятия, потому что это тренинг, именно как бы подготовка к более серьезной работе, к сеансу регрессивной терапии. И все эти вопросы мы будем как бы обсуждать, и я думаю, что оно в какой-то мере тебе поможет. Но, конечно, мы посмотрим, откуда пришло это чувство вины, да, где оно зародилось. Но ты должна принять как бы тот факт, что ты ни в чем не виноват. Потому что чувство вины – это всегда манипуляция. То есть… Угу. У меня внутри так уже радость, так уже легко, да, но вот телу все тяжело, тут болит, там болит, сейчас на таблетках сижу, спина вообще разрывается, на ногу направо ступать больно. Что все-таки, если есть какой-то имплант в пояснице, вот именно с зоны вот этой вот, где вверх ягодиц, такие присоски, убрать. А что, по-твоему, такое имплант? Это какая-то негативная программа, какие-то воздействия. И как раз Смотри, вот все негативные программы и воздействия человек сам, то есть все импланты человек сам создает в своем пространстве тем, что он принимает какие-то неправильные решения, а на данный момент это может быть просто психосоматика, когда человек просто не отпускает то, что давным-давно уже ушло. Тогда почему именно это была, вот девочка, это была я, маленькая, да, меньше года. Я позвала, говорю, привет, давайте я посмотрю. И именно вот в этом возрасте, вот это как бы я и увидела. Но интересно то, что, например, моя мама сказала мне, когда, говорит, ты была маленькая, бабушка сказала тебе, ну, говорит, у Ирины попа, говорит, такая рыхлая, как у отца. И мне это вот она давно сказала, а это у меня до сих пор вот в голове сидит, и потом, почему как у отца, думаю, я как бы непонятно. И вот такие бабушкины слова, именно акцент на этом месте был. Хорошо. Настраивайся, Ира, настраивайся на работу и на отпускание всего. И здоровый Проявляй пофигизм. волю. Решение, да. Что? Здоровый пофигизм. Не Да. вовлекаться в чувство вины. Пошли все Ну, во чувство всем вины, известное направление. да. Ну, это манипуляция. То есть не поддаваться манипуляции. Зачем оно тебе надо? Отпустить это все. То есть осознать. Я сейчас, здесь и сейчас, вот здесь. Все, что было, пофиг, до этого ничего нету. Где там я, этот ребеночек? Что за манипуляция? Кто там, кому я чего должна? Вообще никому ничего должна. Что хочу, то и творю. Повторяй себе вот такие. Знаешь, что я повторяла? Я себя сейчас вспоминаю 15 лет назад. Я говорила всегда, постоянно, при каждой возможности. Я человек творческий. Хочу – творю, хочу – вытворяю. И вот одна фраза, которая убивает всех зайцев заодно. Почему? Потому что я хочу – творю, я хочу быть хорошей девочкой, я хорошая. Я хочу быть плохой, я тоже становлюсь плохой. Мне пофиг, что вы обо мне думаете. Я делаю так, как мне хорошо. А мне хорошо так, я себя знаю, я хороший, честный человек. Если мне будет хорошо, значит и вам будет хорошо. Все. Не приставайте с лишними расспросами и так далее. То есть я такая, я плохая, я могу себе позволить быть плохой. Да, утни чего-нибудь, я даже утнула чего-нибудь. Да, чтобы эту программу хорошей девочки сломать,
Я Есть такая. такое сделала, что никто бы от меня такого не ожидал, и я от себя не ожидала. Что? И что случилось? Буквально мне сейчас идет, разомкнулась, да? Вот этот загончик, в который я себя сама загнала, он разомкнулся. Все, Виктория, ты в эфирном пространстве. да. Что видно? Со стороны, ну, вот такая черная вся полоса, все закрыто. Возле правой ноги буквально очень черная энергия. Проглядывает такая какая-то фигурка куклы, буквально считывается как кукла искусственная, с такой выпуклой попой. И кто-то стучит так тук-тук по попе и говорит «жопка». И отсюда идет такая подключка в сектор магии. А как бабушку зовут? Ну, Что-то там это ж в звучит. Телеграм. Скасура Александра. Как? Александра? Мгм. Да. Нет, звучит по-другому. Ой, как интересно. Короче, звучит вот это, оно такое, знаешь, как холодец, такая энергия. Это искусственный интеллект, то есть это искусственная программа, звучит Елена. То есть это считывается Мгм. как прогноз. И идет такая, как стрела в сектор магии черная. А вот это, где звучит ее имя Елена, оно такое, знаешь, как холодец, а под этим вот уже ее считывается истинная натура, которая потеряна в этом эгрегоре, в секторе интерферентов по отношению к Ирине. И там уже звучит Александра. И вот ее вижу энергию, это уже ее. А Мгм. это как расслоение, да, это как программа, которая прячет ее имя. Мгм. Вот, и вся, сейчас я поднимаюсь вверх, а в секторе магии находится такой, как сущность черная, черная фигура, которая как будто бы держит за эту полосочку и вот так, эту волну. То есть, ну, это связь, это же я вижу, как эти синаптические связи, Мгм. эту паутину матрицы, да, буквально как черт стоит с хвостом и вот эту волну так вот Мгм. создает. Вот. А бабушка, вероятнее всего, что умерла уже. Да. А, Мгм. Да, она умерла. И вижу, что вот там, где она находится, то она как в ловушке сознания этой матрицы люциферианской. И вот от ее сердца вниз такая, как маятник, стрелка такая. А тут одна стрела, а тут другая. И вот так вот машется, как Мгм. маятник. Вот, поднимаюсь я повыше. И у нее муж Александр, между прочим. Да? Да, вроде. Мгм. Я его Домашнее вижу, дело. да. Да, вот я вижу, и звучит Александр. То есть он у нее проявился вот именно в жизни из-за этой бабушки Александры. И опять вот это тук-тук и жопка, жопка. Что за Мгм. программа? Не знаю, сейчас будем смотреть. И сейчас смотрю, что она вот так вот, как черная плита перед ней стоит, где правая нога. И правая нога как будто бы придавлена дверью, вот этой черной плитой. И уже в этом пространстве магическом, как Мгм. напухло все такое. И уже за этой плитой вижу ее. Вот ее Так. лицо, да. Читай, Виктория, эфирная ДНК. Ирина ли это? Да, это Ирина, я ее вижу, и вижу, что проекция такой же плиты находится у нее в районе сердечного центра, как Мгм. лепесток. Вот так здесь он поменьше, вот так вот, где правая нога, прямо как тяжелое такое, и в этой энергии уже возле правой ноги вот эти все истории находятся. На Мгм. голове у нее какая-то считывается чепуха.
как вот такое вот, как будто бы что-то положили такое, и оно так обволакивает голову. И такая подключка идет прямо, считывается сос энергии в сектор интерферента. Мгм. Вот. А что за ЧПХ, Виктория? Суть. Ну, может, мы ее сначала спросим, Давай, дает ли Виктория, разрешение? спроси Ирину, разрешает ли она потрудиться с ней для нее. Она вот так как-то стала, интересно, пророчество. Мгм. Мне было 10 лет, и там стояли и женщины, и я взяла так палочку и нарисовала такую женщину, которая вот так оперлась на каменный забор. Мы ждали, пока магазин откроется. И я эту же женщину нарисовала очень точно, и люди стояли вокруг, вот так стали, и ой, ахали, как красиво. А Марк на 10 лет старше меня. Это когда мне 7 было, это ему, значит, было 20 лет. И он сделал скульптуру, он скульптор. Такая же женщина точно так же стоит, и она у него стоит до сих пор, это скульптура. Оперлась вот так о такой каменный забор. То есть я этот каменный забор видела, потому что он был построен. Я нарисовала эту девушку, а Марк ее сделал из камня, эту женщину. И вот точно так же сейчас стоит Ирина, отодвинула вот эти программы, как бы начинает такое свечение у нее, и она так встала, вот как бы оперлась на эту стену и говорит со мной, что она все это время ждала меня. И в секторе интерферентов звучит еще одна бабушка, Евдокия. Считывается эта Евдокия как пришелец из замка, какой-то замшелого замка. Как называется замок в наше время? Сейчас, подожди. Какой-то это замшелый замок воспоминаний Люцифера. Да. Ну, это же матрица, там же все перемешано. Вот люди голову ломают про эту синдром этого Манделы. Ну да. Ну, а что ж там ломать голову, если это матрица чужеродная? Там логики нет. Вот. И вижу, что там идет такое, как будто бы сказочный такой портал, как сухое старое дерево. И этот портал приводит нас в такое сияющее пространство. И в этом пространстве, как в такой сфере, лежит на спине кто-то, как черт, вот этот лежит, и как семечки плюет, лежит нога за ногу, хвост вот так вниз потянулся. Считывается, я его спросила, кто он такой. А он говорит, что он папа всех народов и корифей всех наук. Сталин, Иосиф Виссарионович Сталин. Живой монумент. А что это он как черт там? Почему он в виде черта? Он встает, когда ты говоришь это, и отвечает. И рисует такую, как чертит, считывается, не рисует, а чертит такую черную звезду. Ну, как вот так вот. Вот что интересно, я тогда рисовала эту женщину палочкой, а он этой палочкой вот так чертит звезду и начертил такой угольник. Именно угольник. Да. Звезда. Звучит слово стриптиз. Я сейчас его спрашиваю, что это обозначает. А он говорит, они все мне показывают свои письки. И показывает, что ниже
чем он находится, вот в секторе интерферентов, он почему-то перебрался в сектор интерферентов из сектора магии и показывает, как там танцуют, считываются соблюдительницы или соблюдательницы, типа соблюдать и блюдо, кушать. Говорит, соблюдательницы моих экстазов. И вижу каких-то экстазов, какая-то энергия от него уходит, но не от мужского этого начала, а как будто бы он пук от попы, так шук, такое пространство. А все эти девушки, женщины и мужчины тоже, они все вот так юбки поднимают, и у них такая черная подключка прямо к этому экстазу его. Он говорит, что он совокупляется на его сеансах регрессии. Говорит, что он создает блюдолизов. Короче, его соратники. Вот. И дальше там еще. Сейчас я Сейчас посмотрю, какое отношение это имеет к Ирине и вообще где она. И вот я вижу, вот в стороне там такая капсула считывается, есть такая капсула, и вижу лицо Ирины, ее энергия, она стоит там за такими, держится вот так, как в тюрьме, за такими, ну, прутья такие. Она смотрит, а эти прутья, это и есть вот это, этот угольник. Просто вот так, как кусок звезды он так нарисовал, а это черная такая вот как угольник, и своим углом просто в точке магического сектора. Вот. Он говорит, что он запечатывает души на пришествие Антихриста. Говорит Люцифера. Люцифера называет Антихристом. Так, а что он делает? Он говорит, что он готовит почву, и вдруг оборачивается ко мне и начинает плеваться. И я на него вот так вот накидываю эту, отдаю ему эту всю карму и запечатываю. И он орет, что я ему спутала все карты. И угрожает мне. Я ему приказываю заткнуться. Вот, он нарушил коны Вселенной и приказываю ему просто молчать. И он опять лег, вот как лежал, замер вот так опять. Так. А какое он отношение имеет к Ирине? Я вижу, что он находится он считывается как связующее звено между пропастью, вот этой бездной люциферской душой и последователями. Считываются Иисуса Христа. А я смотрю, кто эти последователи Иисуса Христа. А это люди идут, и вот эти угольники от звезды вот этой тащат на себе. Вот. И вот с таким благоговением называют его Мессией, спасителем миров. Не одного мира, а много миров, спасителем миров, Мессией, пришельцем из далеких галактик, принесший нам свет. И вот они там стоят, и вот так с таким благоговением ему это все рассказывают. В его этом эгрегориальном его пространстве. Это вот его эгрегор. И тянется он вот именно к бабушке. Какая-то бабушка Евдокия в секторе магии. Сейчас я посмотрю. Что это за Евдокия? Это Евдокия. Я вижу, что это имя звучит в этой черной полосе. Это искажение. А за этой полосой это опять же таки обман. Стоит это Александра и почему-то стучит опять по попе и говорит жопка. Жопка, как у папы. О, как у папы. И этот папа. Вот он как нашел эту связь нейронную. Видишь, как в мозге соединяются. Я сейчас спрошу у
Иры, а что она почувствовала, когда она говорит, жопка рыхлая. И она, вижу, оборачивается, эта девочка маленькая, вот так вот оборачивается, вот так смотрит и видит, а попа вот такая, у нее как игрушечная, знаешь, как игрушки такие есть, трогаешь ее, так сжимаешь, она пик-пик, уточки Пищит. такие, да? Вот так вот. Я вижу, что Ирина вот так смотрит, как бы повернула свою, и у нее имплант на спине появляется, вот где голова, вот эта чепуха, что написано, чепуха, и потом плечи, как панцирь такой, и такая, как позвоночник, где голову держит эта часть, вот так вот просто черный такой разворот на эту пим-пим жопку. Так, ну что, Ирина согласилась, когда услышала эти слова? Что произошло с ней? Я слышу гипноз. Она задалась вопросом. То есть у нее логичный вопрос, как? Причем тут ее попа, и смотрит она в секторе интерферентов, стоит ее отец. Так. А отец в виде этого черта, вот с этим хвостом, с этим всем. Носитель, я слышу, это программа, носитель паттернов отца. То есть духовный ориентир, как бы, да, потому что у нее, я хочу сейчас в гипотетическом ее пространстве посмотреть, куда в самом лучшем варианте смотрит ее внутренний взгляд, направленность, я слышу в будущее, и это выглядит, как она стоит лицом ко мне, вот маленькая девочка, вот так, как будто ее эфирное пространство, гипотетическое, чистое, идеальное, она лицом ко мне смотрит, расслаблена, ручки, ножки вот так, свободно, и вот так из головы идет как бы в сектор первотворца, и снутри, из сердца идут такие, как лучи, которые вот так доходят, я слышу, образовывают форму, вот эту сферу, то есть они вот так идут до определенного предела, и вот так поворачиваются, определяют контур, то есть контур, границу мышления, то есть ее сферу личную. Это как раз, вот оно, точно, смотри. Вот слово «Украина» означает край, страна, у которого есть край, то есть границы, то есть полноценная, целостная структура. Вот точно так же это вот здесь. Я вижу, как оно работает. То есть из сердца идет вот так и выстраивает личные границы. Считывается наполненность, гармония, свет. Вот эта гипотетическая, она пришла в этот мир вот такой полноценной. Если бы не было этих влияний родовых, я ей передаю, что она это осознала и сейчас хочет вернуться в тот момент и убрать эти влияния. И это навешивание ярлыков. Бабушка навешивала ярлык. В психологии навешивания ярлыков это считывается демоническая манипуляция, потому что считывается, как приказывает человеку, в данном случае неосознанному ребеночку, потому что у нее нет еще сознания сформированного, нет опыта, вот, навязывание вот этих ярлыков и связи с демонами. И опять звучит это Евдокия в секторе интерферента. Лена, Евдокия – это попытка спрятать уловки, и это все оно сильно обострилось при контакте ее с этим, считывается, представитель люциферианской власти Илья Цельнозор. Так. Ну вот этот, когда на про эту жопку этот ярлыки навешали,
Против Ирины, на что она согласилась. Я вижу вот этот у нее раздрайв, вот так произошло, вот это. Она, как мы говорим, завис мозг в этот момент, потому что искал связь и не мог найти. Она и до сих пор, у нее это прозвучало, до сих пор у нее вот это, она не может эту связь найти, то есть до сих пор мозг у нее ищет эту связь и не может сообразить, то есть это все продолжает происходить, то есть это гипнотическое воздействие. Угу. Хорошо. Если хочешь, Ирина, так. Она дала у нас разрешение потратить с ней для нее. Да, она дала, она же говорила, что она хорошо. ждала этого момента. Ага, хорошо. Пусть тогда она ее сознанием зайдет в тот момент, прикажет забирать эти все ярлыки, ее бабушки, откажется от этой зацикленности, и ясно, что это никакой связи там нету. Так что на утилизацию. Я ей передаю, показываю, чтобы она выбрала другой, этот лучший путь, путь целостности и гармонии. Я вижу, она поднимается вот вверх, вот она как бы этот вектор, вот так просто поднимается вверх, а от этих всех, с этого эгрегора люциферианского, вот там такая подключка, которая потянулась и закрывает вход в будущее, она вот так вот выходит. Там буквально этот как крючок. Вот. И он уходит, потом вижу, превращается как в лапу такую и с когтем. Вот. И она поднимается вверх, я ей передаю, чтобы она отменила это. Я вижу, как кармическая зависимость с бабушкой с этой уходит. Бабушка тоже освобождается, потому что этот вот весь дефект пространства, он разворачивается вот так и просто исчезает. Потому что уже не на чем держаться. Я передаю Ире, чтобы она сейчас стерла это, все эти события. Ничего не было. Я вижу, как она вот так делает. И вот звучит ее этот аспект, она как будто бы хочет вытрясти из себя, как топор такой, как будто бы между левым и правым полушарием. То есть это как раз и есть этот дефект. Левой, правой стороны. Да, этот гипноз как раз разделил ее. Сейчас она вот показывает, что между правым и левым полушарием у нее есть такая, вот там между ними есть такая толстая связь, как канат такой толстый, и он весь черный, и правое полушарие, вот так как правая нога вот так закрыта, то есть повторяются те же импланты, что на сердце этот лепесток черный вот так, вот здесь буквально на уровне вот так, то, что она говорит, что хочет как бы снять это. Потом на уровне ноги, то есть это ступать, ходить, делать, да? И на уровне правого полушария вижу то же самое, вот, и это тот имплант, да, то событие гипнотическое, что повернуло ее шею, обратило ее внимание на этот негативный аспект развития ее, то есть упадка, а не развития, то это вот эта связь, замагниченная связь между левым и правым полушарием. И считывается это уход от реальности. А реальность – это наша божественная душа, которую не видно глазами, но которую мы можем чувствовать и проявляется в жизни хорошими событиями. Хорошо. Ирина очищает ее пространство, все последующие события, связанные с этим, пусть она изменит согласно его сегодняшней осознанности. Я вижу, как она берет эту куклу символическую, и бабушке это отдает. И из сердца упала эта штуковина, и сейчас что-то происходит. Там, где я сидела, а я у нее сидела вот там, где контракты. Так. Вот это, где я там сидела, у нее вот это маленькое, когда я рисовала. Это считывается как напоминание о себе, как бы завтрашний день, то есть это проекция, считывается живая материя сознания Первого Творца.
То есть Мгм. в тот момент, когда было это соглашение, этот контракт на гипноз, в тот же момент у нее уже действие, противодействие. Включилась это, считывается сигнатура, какая-то сигнатура, да, будущее, Мгм. проекция будущего. И уже появилась, ну, вероятно, что да, что у нас, вероятно, что у нас такая разница в возрасте. Да, может быть, точно. Мгм. Ой, то есть уже тогда моя миссия совпала с ее миссией, миссия освобождения, Мгм. и совпала с ее миссией. А я, как это было вчера в сеансе с Алуа, моя миссия, как доктор душ или что-то такое. Мгм. Да. Вот. И я вижу, как это уже, оно тогда сработало. И она опять говорит то, что я вначале услышала, что все это время она ждала именно вот сегодняшнего сеанса. Мгм. И говорит, сигнатура времени. Вот звучит вот так, сигнатура времени. Мгм. Что это обозначает? Это сигнатура времени? Ну, сейчас я не М. могу вспомнить, что на физике это слово означает, а здесь это означает проекция будущего события, Мгм. проявление в материальном мире. Мгм. Как это связано с Ириной? Это сигнатура. Это связано с ее контрактом быть побитой. Я вижу, что в это время, когда бабушка ее загипнотизировала, то был подписан контракт между ею, Мгм. Ильей, отцом и мной. Мгм. Я сейчас распределю по секторам, кто я нахожусь по отношению к ней в секторе первотворца, сижу возле такой книжки большой, ну, над Мгм. книгой как бы сижу, ручку держу. Эта ручка считывается сигнатура времени, проекция пространства. Вот. Мгм. А, и она с этой стороны, ее божественная часть. То есть мы как бы заодно, а с противоположной стороны разворачивается ряд событий негативной матрицы. То есть она в этот момент пошла по, значит, слышу, быть побитой. И я Мгм. слышу в последний раз. Мгм. Вот это, что она говорила, покушать последний раз, ну просто я слышу, без покушать просто в последний М. раз. Последнее воплощение, то есть это контракт. Да, последнее Мгм. воплощение быть побитой и буквально убитой, без плана возвращения в живое пространство, переход на низшие уровни бытия. Вот сейчас я Мгм. посмотрю по проекции, куда это. В такое очень черное пространство, вниз. Я слышу быть кормилицей. И буквально она как будто бы грудь достает, вот левую грудь Мгм. достает, и с груди идет такая, как считывается волокно сознания в какую-то эгрегориальную структуру вниз. Я слышу кормилицей питомцев сатаны. И там в нижнем пространстве как будто бы птенцы такие подспрыгивают, какие-то сущности. Мгм. Потому что вот эта энергия, которая идет от нее, вот так там как-то вот так рассеивается, ну, порционально, ну, порциями так чух, Мгм. вот так вот шух, шух, вспышками вот такими. Они там в этом пространстве подспрыгивают и питаются. Сейчас Это за монстры, сущности? Мгм. сейчас монстры сознания Люцифера. Я вижу, что они создаются искусственно. От сектора интерферентов идет. Мгм. Там как
кто-то стоит, я вижу, маг стоит, символ мага в таком черном плаще, такая шапочка, и он вот так вот руками как-то проводит, как экран создает, и создаются эти монстры. Монстры сознания Люцифера. И я вижу этот черт. Мгм. Хвост у него, этот колдун. И вдруг я увидела это лицо Ильи. Мгм. Это он эти шарики и все это создает Да, эти искусственные мертвые программы, энергии, сущности, которые и они подпитываются. оживляются, то есть это Мгм. магический, то есть эти тяжеломатериальные энергии, которые он аккумулирует фокусом божественных душ, а у этих божественных душ они очень сильно заряжены, потому что у них есть энергия, я слышу, гипотетического роста, то есть потенциал к развитию, к росту, и таким образом они оживляют своим сознанием, своей душой этих энергетических монстров. И завязывается кармическая связь, ответственность кормить. Ну, во-первых, кормить, а во-вторых, вижу, что эти божественные частицы души устремляются к своему источнику, то есть к душе. И когда они идут, то буквально тащут на себе, вот как грязь на сапогах люди приносят домой, если Мгм. сапоги не снять возле Этих порога. сущностей. Вот точно так же эти божественные частицы возвращаются, они связаны, я слышу, бесконечными нитями и своим источником, и своими высшими я. И таким образом получается, что эти темные сущности пробираются по лестнице жизни к самому первоисточнику, к высшим внутренним аспектам души, а вот эти, которые потеряны, они имеют шанс вообще никогда больше не воплотиться. Мгм. То есть потеря, это считывается как безвозвратная потеря. Мгм. И ей по этому контракту вот именно готовилось вот это последнее, когда у нее уже бы не хватило потенциала, чтобы вернуться к своей божественной части. То есть это идет отсечение. Отсечение. Мгм. И главную роль в этой миссии Мгм. играет, ну, в данном случае именно Илья Цельнозор, потому что он как Мгм. аккумулировал это все усилий, он как зеркало, знаешь, которое Мгм. аккумулирует как плохое, как хорошее, но он в данном случае плохое аккумулирует. А за счет чего вот эти сущности прилипли к потенциалу Ирины? Это что, контракт является? Ну, контракт – это удерживающий элемент, Мгм. то, что удерживает душу вернуться обратно. Так. Как вот эти потенциал, чистая энергия Ирины прилипла, ну, взаимодействие с этими черными энергиями Ильи. На основе Как? контракта. Ага, ну да, так и подумал. Так, хорошо, Виктория. Давай посмотрим контракт, что еще есть в контракте. Я слышу быть побитой, быть убитой, Мгм. и в то же время я с ней говорю, чтобы, ну, мы с ней говорим. То есть в одно Мгм. и то же время я слышу наш разговор. Мгм. О чем вы говорите? Я говорю ей, чтобы она не волновалась. И говорю, я приду вовремя. Ты меня увидишь и узнаешь. Я ее успокаиваю. Мгм. И говорю ей, что ей нужно вернуться. Показываю на тот портал, где лежит этот черт, колышется, и считывается как папа. Я ей говорю, что это переворот. Он как в такой котомке катается там. Мгм. Говорю, что это переворот, что мы должны это сделать, чтобы превозмочь люциферианское царство.
И показываю вот на голову, говорю чистым сознанием разума, показываю на сердце, говорю душой Первотворца, и умением показывая руки, между рук такие свечение идет такое вот. И говорю, и на ноги показываю выбором правильного. Мгм. И говорю, без применения фокусировки на низменные проекции души. А что такое низменные проекции души? Что это обозначает? Ну, сейчас я смотрю, вижу, как земля, а на земле такие уголочки растут. Ёлы-палы. Как звезда? Ну, вот как кусок этой звезды. Мгм. Такие росточки. Считывается коммунистическое мировоззрение, звучит в этой куске. То есть мистическое, коммунистическое, магическое. Вот это все одно. Фашистское. Это все одни и те же. Это упадок, это безумие. Это вот все. Можно там до бесконечности это все читать, историю этого вот. Мгм. То есть проекция — это на чужеродные написано, да, это элементы. символизм. Вот этот символизм привязки. И тут вижу, как она смотрит на эту попу свою и видит вот эту наклейку. Вот эти лепестки, которые вот у нее на ноге были, вот здесь и здесь. И она рассердилась на этого Илью и срывает эти импланты и говорит, да забери ты свою Евдокию. Мгм. Не удивлюсь, что это его бабушку так звали. Или маму, или кого-то еще. Мгм. Отдает это ему, потому что это матрица забвения, это чтобы она забыла себя, забыла этот момент. И это укрывающие магические программы, которые скрывают от истины. Ясно. А бабушке отдает этот вот проводочек, который загипнотизировал ее связь между логичным и творческим этим мозгом, да, отдает и говорит, да забери ты свою задницу. И в этот момент этот черт как хлопнет его же по заднице, сам себя, вот, потому что от него этот кусок отпал. Вот, и это все разрушивается. И вдруг слышу такое дыхание из сектора интерферентов. Ирина выходит, как огромный шар. И я, вот эта там девочка, эта, которая там на корточках сидела, рисовала, стою, мы друг другу вот так вот пожали руки. Она поблагодарила меня. И вижу, она вот так делает. Фу! Как будто бы вот так вот каким-то черным шаром плюнула. Мгм. Сейчас я смотрю, и я вижу, что этот шар летит. Я слышу в эзотерическую секту Ильи, Имоны, Цельнозора. И вот эта звезда, которая была наполовину вот так, как из стекла нарисована, а половину черная, и это в черное просто влетело. И вижу, как с пространства Ирины вот эти черти, эти помощники, это все как мухи вот, сползают вниз, спадают с нее. И она вот так, и вот это из чела своего забирает вот эту энергию черную, что написано чепуха. Я ей передаю, чтобы она все сожгла, эти все энергии. Переформатировала эту всю магию, чистые вибрации божественного сознания в духовный свет. И все на аннигиляцию, и стерла все с информационных полей в ее пространстве, и расторгла этот контракт. И опять я вижу на каком-то углубленном сознании, она дает этот как контракт бабушке. Говорит, да забери ты свою задницу. И вижу, как этот имплант у нее из попы, вот это пу-пу-пу, уходит. Я ей передаю, чтобы она очистила все ее пространство. И вижу, как она
юбочку эту, которая была как бы открыта, то, что Илья там говорил, она вот так опускает, и этот имплант, как чужеродный, как трубочка, которая отбирает энергию с нижних творческих чакр, уходит. Я ей передаю, чтобы она вернула всю ее энергию, потерянную в этом конфликте интересов с Ильей. Вот, наполнилась энергиями света, гармонии, восстановила свою полноту и целостность, предназначенную ей по высшей миссии ее души. Вот тот шар, та сфера, которая была, и это так пух, и она говорит, что она вернулась, и как в этом шарике, как в кораблике, полетела вверх. И поднялась вверх, и слышу, что отсоединилась от осознанного экзорцизма. Я спрашиваю, что это такое, а она говорит, показывает на этого Илью, который уходит там в портал, на такой лодке черной, и говорит, осознанный экзорцизм. Что же это такое? обозначает экзорцизм? Она показывает это как хлоп-хлоп с темным, как соединение. Это не то, что мы знаем. Экзорцизм – это типа освобождение от духов, да? Разъединение типа. Разъединение. А здесь наоборот я вижу соединение. То есть вот эти акты поклонения этим этой секте, я вижу, она выходит с этого эгрегора, говорит, что отсоединяется, где она там стояла в молитвенной позе и молилась на него. За дверь такая в этой черной возле правой ноги скрипнула дверь, и она туда зашла. Вот она встала, в позе молитвенной стояла, там молилась этому, считывается, поц. Вот он стоял, вот так стоит, ногу вот так поставил, а все вот эти его союзники, так называемые, собеседники, союзники, вот так они считываются, и как бы целуют ему эту ногу, а у него от этого вот это, где вот эта часть ноги, пальцы где, как будто бы башмак такой с такой черной вот этой булькой, как клоуны, да? Вот, то есть его эго от этого растет. И поэтому все эти соучастники в его секте кармически ответственны за его же упадок. Потому что вместо того, чтобы на самом деле те, кто его обличает, вот как мы, да, то мы ему помогаем. И ему, и Моне помогаем освободиться от той темноты. Да, потому что мы к нему не имеем никакого отношения, и когда он теряет вот эту поддержку, тогда его это сильно бьет, потому что в демонических структурах там, ну, точно так же, как и в бандитских группировках, да, там можно только зайти, а выйти уже невозможно. Все секты построены по этому же принципу. Но зато когда он попадает в эту ситуацию, то, возможно, есть шанс, что он проснется и осознает, что же он творит. Вот. А я смотрю, куда это пошла наша Ирочка. Куда же она пошла? В какую-то черную эту дверь заходит. Там свет такой, она пришла, что-то ищет. А я спросила ее, что же она там ищет. Она говорит, сознательный союз с Люцифером. Еще один я контракт. ей говорю, ну, сейчас посмотрим, что это такое. Я ее спрашиваю, чтобы она сейчас его нашла, потому что это ее желание, ее право. Пусть она его сейчас найдет и покажет, что же это такое. Она говорит, что она его ищет в кладовых люциферианской матрицы сознания, и вот как под стол смотрит, а там сидит, съежившись, такая девушка. Так, кто это? Это она, невеста.
Фата у нее такая длинная. Под этим столом сидела черным, магическим. Вот, и вот эта программа звучит, что должна выйти замуж за Александра. О, это то, что я видела в начале. И я вижу, как вот этот имплант, как этот черт, как будто бы пим-пим-пим, и это как уточка пищит эта попа, да? Так, быть удобной для Люцифера, податливой. То есть вот эта программа, да, хорошей девочки, всем угождать. Слышу ее вот эти аспекты, что она говорила, что не может ответить. То есть это причина вот этого инфантилизма духовного, да? То есть невозможность как бы отстоять свое пространство. И она буквально показывает, как в тот момент, когда бабушка ее загипнотизировала, вот она такая была вся вот полна энергии, а там буквально после этого сдулась, то есть потеряла весь тот потенциал. И следующим шагом это было как еще один контракт, я слышу, заключила контракт с Люцифером через Александра. Ушла от Владимира. Так, и что в этом контракте? И условия? В этом контракте, сейчас я смотрю, она вот смотрит, у нее такое белое платье, она такая белая вся, сияющая, с такой фатой, и берет эту черную подключку, а этот папа, символ папа стоит, то есть надо сейчас разобраться в секторе магии, как черт стоит вот этот папа. И люциферианское сознание. Я слышу, я сейчас смотрю, что это такое. Левый блок сознания, и он выглядит как что-то искусственное, как какой-то блок из радио или что-то такое. С какими-то схема какая-то. Какая-то схема, да. Вот. Логическое мышление. Это символ патриархат. Ну, вот эти все демонические, политические левые силы, они все вот именно, ну, там звучит поклонение Люциферу. Так, отклонение от курса. Приказывает ему папе отвечать, что он делает в пространстве Ирины. Он говорит, что он передает ей его попу. И попа такая, ну, странная, конечно, что бабушка такое вот сказала, ляпнула, да, а это выглядит как губка такая рыхлая, да, накладочка такая. Вообще, как эта попа может быть рыхлой, да? Это же мускул. Там много чего, чтобы мягче сидеть. Ладно, шучу. Так, ну вот это... Так, и этот отец, что он делает в пространстве? Как он связан с этим контрактом? Я начала смотреть, что это за такое попа, да, это вот. И мне идет, это как тесто, это магия, да? Это как тесто, которое бродит. Вот оно рыхлое такое, да? Я-то думаю, что это такое, как губка, а это тесто, как бродит, брожение, вот это. Вот. И но считывается, что вот он, спрашиваем, что это означает, этот программа паттерн, а он показывает на ту штуку, где она там сидит в этом эгрегоре и как бы левой грудью кормит. И считывается быть удобной, быть комфортной, я слышу, компактной, то есть помещаться в любые эти программы, доминирующие, ну, расплывчатой быть, да, гибкой, для люциферианского царства. А этот
ее муж Александр, он как будто бы пришел из сектора интерферентов, из прошлого. Мгм. Он такой выглядит, как какой-то, говорит, да, нет, я не победил Люцифера, я заключил с ним договор, контракт, я лучше на ней женюсь. Мгм. То есть это так матрица сработала. Подставная уточка. Да, и он вот проявляется как в секторе магии. Мгм. Почему-то идет как хлюпик. Понятно. Так, а кто такой Владимир? Ушла от Владимира. Что это за Владимир в контракте? Ну, это уже второй раз он проявляется странным образом, пока это еще неизвестно, потому что я вижу, что этот угольник как будто бы в ее пространстве, Мгм. вот так, как будто бы вот так вот вытащили ее, вот эту сердечный центр, и вот из сектора магии вот этим угольничком, пух, вот так как прижали. И в этой точке такое пространство, которое считывается Владимир, Мгм. считывается напряжение, лишнее, то есть избыточное напряжение. И я сейчас посмотрю, что это, и вижу, что есть две подключки к этому месту. Одна идет вот в сектор Первотворца, он там стоит, считывается родственный дух. Мгм. А другая красноватая такая, буквально как ткань легких почему-то. И вот эта красноватая, как ткань легких, тоже вот такая, где Мгм. считывается Владимир. И подключка такая же, и уходит в сектор интерферентов, Мгм. считывается прошлое заблуждение. И я спрашиваю Ирину, есть ли она там, и этот Владимир, или это заблуждение, искажение матрицы. Она говорит, так вот же он. И показывает пальцем. Я ей говорю, чтобы она показала, что произошло. Я вижу так, кто-то лежит, Лето, Владимир лежит, а Мгм. Ирина сидит возле него вот так на корточках, а он лежит на земле, трава, солнышко. И она взяла травинку такую, сорвала, и так ему по лицу, Мгм. ну так, задирается к Мгм. нему. Мгм. Так, вот так сидит, его голова возле ее коленей, возле попы ее. О, вот попа, сейчас. Мгм. А вот его голова вот здесь, и он так лежит на спине, смотрит в небо, а она в противоположную сторону направлена. То есть он ногами вот сюда, она вот ногами сюда вот так сидит. Сорвала эту травиночку с таким колосочком каким-то и так ему по щеке. Мгм. Потом он смеется, хватает ее за руку, и они побежали, и смеются. Побежали, прибежали они как будто к ручью какому-то. Так. И они так на корточках как бы встали и смотрят в Мгм. этот ручей, как бы умылись в этом ручье, а потом у них как-то интересно происходит, сразу так все успокоилось. Мгм. Сейчас я передаю Ирине, чтобы она только показала истину и правду, что произошло, потому что все так вдруг появился какой-то как черный дом, и как будто бы, знаешь, вот это предчувствие, ну, считывается, что их друг к другу очень сильно тянет, но как будто бы должно произойти вот это. Мгм. Так. Но все потемнело вдруг. Мгм.
оно все вдруг потемнело, то есть этот черный домик, и там, где буквально считывается вожделение, да, то есть они как бы готовятся к этому моменту, но в этот момент появляется какой-то черный медведь. Мгм. И вот он идет, прям как медведь, с такими когтями большими, и так угрожающе. То есть, Вижу, мгм. сейчас я посмотрю. А этот, он считывается как мальчик, Володя. Он как бы начинает отмахиваться от этого, а это точно было. А он отмахивается от этого медведя, а Ира вот так, ау, и она Так. как бы отстранилась в сторону, а этот медведь кинул этого мальчика лапой, ударил, и в этот ручей его, ну как бы он упал Мгм. на эти камни. Мгм. И я вижу, как сердце, слышу, как бьется сердце у Иры так сильно-сильно стучит. Мгм. Она убегает. Она убегает, а этот мальчик у него, он ударился, кровь. Я вижу, как этот медведь его растерзал. Буквально набросился на него, как тот лежал вот так навзничь в этом ручье. Так, это вообще Она все. прибежала в дом и кричит: «Мама, мама!» Мгм. Она кому-то, Евдокия какая-то, она кричит: «Мама, мама, медведь съел твоего сына». Мгм. Это получается, к свекрови она прибежала. Мгм. А Так. Евдокия – это мать покойника. Сейчас я Мгм. говорю, что Мгм. она хочет изменить в этой ситуации, чтобы избежать этого. Вот это я слышу, чувство вины. Мгм. Потому что отец его, я вижу, как берет винтовку такую длинную, или как это называется, ружье охотничье, Подожди. Мгм. и бежит в лес. Это как будто бы вот так недалеко возле дома. Бежит к этому ручью, но достал там сына мертвого. Мгм. И они плакали сильно. И в этот момент я вижу, как сильно бьется сердце у Ирины, и она как будто бы вот потеряла свой творческий потенциал в этот момент, как будто бы камень она вытаскивает, как изнутри из себя. Мгм. Вот я вижу вот этот переизбыточный потенциал, когда они как бы готовились в предвкушении были, как бы это все Соединиться. наращивалось, соединиться, Мгм. чтобы Мгм. получилось этот экстаз, да, Мгм. и оно так как заморозилось, и вместо этого Мгм. произошло все наоборот. А что на эфирном плане, Виктория? Откуда этот медведь появился? На что он притянулся? Вот этот медведь, он вот так здесь, связан с какой-то, я слышу, чарующей палочкой, и вижу, какая-то женщина сидит, и как будто бы Евдокия, и как прялка, то есть символ матрицы, Мгм. символ Мгм. магической матрицы, то есть что-то она делает, и я вижу у нее дома как иконостас, такие уголочек, и там как будто столик такой, и такие как Мгм. белые там такие салфеточки, такие иконочки стоят чудотворца Мгм. какого-то. Мгм. То есть это зацепка, из-за чего произошло с сыном, Да, или поклонение ей. Мгм. да, да, да. То есть это магический какой-то обряд. Я передаю Ирине, что она сейчас сможет как бы изменить эту ситуацию, как она хочет. Мгм. И я вижу, что тот же самый момент
где они там, он как будто бы, знаешь, дремал так, такая Мгм. нега, лето. И я вижу, как она его будет, как будто, Мгм. ну, она тоже Мгм. его разбудила этой Веточкой. травиночкой, Мгм. веточкой, но она его разбудила и хватает его за руку, и бегут они не в лес, а как бы в дом. Мгм. И когда они прибежали в дом, то вот я вижу совершившийся вот этот акт, то, что они хотели, то есть слияние. Мгм. Мгм. И когда это сделалось, то я вижу, что это, как знаешь, что это вообще-то их несостоявшийся брачный союз первый. Мгм. Я вижу, как это пространство, как в виде такого энергии, как шар, как сердечко такое, знаешь, как воздушный шар. То есть вот этот экстаз любовный, и он вот так полетел, и как бы бумкнул этого медведя, и уничтожилась эта программа, Мгм. магическое воздействие его матери. Вот, и я вижу, как они идут втроем, как и с сыном. Мгм. И она показывает мне, говорит, что, то есть проявилась вот та реальность. Она говорит, мы родили нашего первенца. Вот ее вижу, она М. стоит, и несколько детей, 5 детей. И он стоит, Владимир. Я Мгм. передаю Ирине, чтобы она отменила тот контракт. Она ни в чем не виновата. Вот видишь, я же говорила, ни в чем не виновата. Мгм. Вот. И пусть она вернет душу своего возлюбленного из того воплощения. Пусть передаст этой Евдокии тоже информацию через по ее каналу, да? Да, да. Я вижу, Чтобы как она она... это... Мгм. Это черная энергия, которая... Эта матрица заставляет поклоняться этим, как говорится, оно звучит уже несколько раз. Мощам. Опять звучит. Мощам. То есть... Мгм. То есть там, наверное, какой-то ритуал с этим поклонением мощам. И оно так пух, как будто бы кто-то смел. Вот оно что. То, что она тарелки вот смела со Мгм. стола. Вот это Евдокия, мать погибшего мужа. Мгм. Она вот так его, она вот просто это все, этот иконостас сметает, и вижу, как разрывается этот портал, и выходит душа Владимира, освобождается. Мгм. Он Хорошо. прямо как будто бы из яйца такого, из этого корпуса небытия выходит, как огромный ангел. Мгм. И когда он вышел, он такой огромный, и он вдруг с той ситуации, где она стояла там на этом поле и смотрела, как он выходит, он ее хвать за руку, то есть получается так, то она его, то он ее, и потащил вверх к первоисточнику и говорит, что мы будем вместе. Мгм. Говорит, наш союз одобрен на небе. Отлично. Так, теперь вот этот контракт с Люцифером, с этим хлюпиком. Если хочет Ирина, пусть она и расторгает. Сейчас я Александр. в тот момент посмотрю, Мгм. что изменилось. Мгм. Я вижу, что она вот так смотрит, то есть на тот момент уже ситуация вся изменилась. И она так смотрит на эту фату свою, да, а там как Мгм. будто бы на корточках вот так сидит какой-то демон. Она это увидела, и Мгм. считывается Александр, муж чужой невесты. Вот оно Мгм. что. То есть это он не должен был стать ее мужем. Он как бы подходил к другой девушке. Он родственная душа для другого человека, поэтому он и прожил такую несчастную жизнь.
И она Мгм. тоже, потому что они не нашли друг друга с Владимиром, с ее родственной душой. Мгм. И она говорит, я расторгаю брак, я смотрю, а она говорит, да нет, не пойду я замуж. И вижу, как этот имплант, как будто бы она сидит, и опять же этот верстак этот, М. который делает ниточки. Ну этот, колесо это, Ну, колесо, да, это прялка. вот. Прялка – это символ магического, это символ Соединение этих ложного пути. живого и мертвого. Да, то есть есть Сучить нить. альфа-путь, то есть это Мгм. путь живой души, который уже как бы 100% гарантированно приводит к успеху. И есть М. бета-путь, бета-версия, даже у нас так компьютеры работают, да, то есть, а тут уже дело случайностей, то есть тут уже как куда повернет, логики нет. То есть Вот, Ирина и расторгает на эфирном пространстве этот контракт. Мгм. она Да. расторгает, я вижу, как она под ключку вот из спины это все убирает, и этот Мгм. весь панцирь уходит, я ей передаю, чтобы она освободилась от всех этих имплантов, стерла с всех информационных полей, пусть она все это вытаскивает и выталкивает с себя, приказывает этому Илье забирать его магическое воздействие и все последствия, и пусть она Мгм. забирает все частицы ее души, но пусть очищает от этих демонических структур. Мгм. Она это делает, я вижу, как она взлетает, как ангел, а с нее падают эти черти. Я ей передаю, чтобы она уже знает, что она в этот мир пришла целостная, совершенная, и пусть она настроится на этот эффект, на это пространство, и сейчас найдет в ее эфирном пространстве тот вариант событий, где она счастлива, где она встретила ее родственную душу, Мгм. где в ее жизни все происходит так, как запланировано ее миссией, ее божественной души. Да. Я вижу, как мужчина одевает ей кольцо на палец, золотое, и она говорит, мы будем вместе. Хорошо. Так, Виктория, посмотри, вот этот контракт, это тот же, где был этот Илья, отец, ты, Виктория, и Ирина. Она же его сначала уже расторгла. Все, расторгнуты. Мгм. Хорошо. Да. Хорошо, очищаем пространство, поднимаем вверх. Все Ну, там не я чужеродное. только была, там и Мгм. ты был, и все эти наши драгоценные люди, которые к нам приходят, работают, потому что Мгм. это они ту цену платят за свою свободу. То есть Мгм. человек платит за все, а это та цена, которой они откупаются от... То есть это работа над собой, это эти Мгм. сеансы, это все та цена, которую человек платит, чтобы спасти свою душу раз и навсегда. Потому что это действительно, я вижу, что это последнее воплощение в этом мире, когда человек может сделать свой осознанный выбор. Мгм. Вот. Многие души вот таким образом, и это вот начало как-то проявляться странно, уже третий сеанс подряд почти. Помнишь? Мгм. Это Игоря, Луа. Нужно быстренько нам тоже сеансы поделать. Может, у нас тоже такое есть? Все разворачивается, как пустые листики. Да, это то, что вот Вернадский писал, что создается, то есть через осознанный, ну, Мгм. реальную осознанность, истинную, а не такую, да, проявляется вот, идет возвращение человеческого сознания к своему первобытному. А первобытное – это не то, что там нам показывают, что обезьяны там прыгают, да? Человек, наоборот, сейчас как бы деградировал. А первобытное – это совершенное состояние. И я передаю Мгм. Ире, чтобы она поднималась в самые высокие пространства, и мы тоже все поднимаемся, и каждый со своей стороны Мгм. восстанавливаем свою целостность, выталкиваем все чужеродные энергии, отправляем их на аннигиляцию,
Восстанавливаем целостность, гармонию. Я слышу божественную связь, то есть мы вот связаны божественными узами. Я вот вижу от души к душе. Мгм. Хорошо, Виктория. Ой, как интересно. В темной матрице вот эти эзотерические секты, они друг с другом связаны именно на уровне нижних чакр, низковибрационных, потому что у них самое главное это как бы паразитическая система, а у нас тут наоборот дать, раздать, помочь. Вот. Мгм. Так, Виктория, посмотри, есть ли у Ирины какая-то кармическая или зацепки с мужчиной, который зовут Граф, постоянный покупатель. Я вижу, что он, смотри, как это интересно. Вот это образ этой женщины, которая стояла вот на этом, да, Мгм. что стало как подсказка или таким, это логистический путь связи, да, это как бы физическое нейронная связь. доказательство, да, Мгм. то он по отношению к ней точно так же в этой позе стоит, как черная фигура такая, считывается князь мира сего. То есть начальник этой темной матрицы, и он считывается как сторож, напоминание Мгм. о люциферианском присутствии. То есть он как бы страж из матрицы грез, вот, с той темной матрицы. Мгм. Что Он он делает? усиливает, он усиливает ее вибрации вины за уничтоженную душу Владимира. Мгм. Ну, все это уже. Нету ничего. Пусть приказывает Ирина ему убрать его воздействие, уйти с ее пути. Да, она это делает. Мгм. Я передаю, она эту подключку, он к ней подключен был, к правой ноге, Мгм. чтобы она очистила ее пространство, вытолкнула все чужеродные энергии, всех тех людей. Я слышу масонов. Какие еще масоны у нее? Так. Я вижу, что по правой ноге вот эта красная энергия какая-то идет в сектор магии. Считывается масонская ложа. Это масонская ложа. И подключка в сектор магии, в секторе магии склонился вот так, как на корточки. Какая-то темная фигура склонилась, и вижу со спины его. Сейчас я смотрю, я вижу такая длинная борода и глаза такие. Рисует вот эту звезду черную. Сталин. Насчитывается Илья Предназор. Не Цельназор, а наоборот. Как предназор, надзор, преднадзор. И как пришелец люциферианского царства. То есть он выполняет миссию, чтобы протащить Люцифера в его власть, в наше пространство. Так и звучит, предназор, и у него глаза такие, как два эти шарики. Он делает в секторе магии по отношению Ирины. Он говорит, выискиваю ее контракты, и вот я вижу, чтобы позакрывать их, и вот это имена вот эти на эту бабушку Александру навешивает это, уже другие имена, Клавдия звучат, еще что-то, то есть идет перенаправление внимания на других людей, на другие обстоятельства для того, чтобы укрыть истинную, я слышу, мотивацию контракта. Так, есть ли еще какая зацепка, почему этот Илья находится в пространстве Ирины? Пусть Ирина покажет, есть ли контракт или еще что.
Я вижу, что в ее пространстве она как будто бы правой ногой переступила в такое другое пространство. Ну, это как в фильмах делают, там такая Мгм. это самая, раз переступил и уже там, раз Другой вышел. кадр. Мгм. Ну, не другой кадр, а как бы в другое пространство, как зазеркалье. И вот она как Портал. будто бы Мгм. правой ногой в этом таком портале, и такое вот пространство как бы зависло. Нога тут, нога там. Мгм. Вот. И я ей говорю, чтобы она показала, что это такое. Почему? И вижу Мгм. такое, считывается вот это как кадр, дубль 2, параллельный исход, то есть еще считывается как дополнительное пространство развития событий. Ну, Мгм. это, как говорят, параллельная реальность, это какая-то параллельная реальность. Мгм. Так, Сейчас я посмотрю, почему? что там Мгм. происходит. Мгм. Там я вижу, происходит, как будто бы шарами кидаются с одного края в другой. Летают такие шары туда, считывается переброс, кармическая ответственность. Мгм. Где Ирина в этом пространстве? Есть ли она там? Ну, есть, вот стоит ногой, полноги, Мгм. от колена правая нога, и вся стопа М. черная. Вот, она Спроси у туда Ирины. переступила. Когда это она шагнула в этот портал? Что произошло на физическом плане, когда она это сделала? Я вижу, она смотрит как в экран, вот так, а перед этим экраном такая, как этот ловушка снов, вот этот символ Мгм. с перышками. И там такая, как звезда в этом. И она так обрадовалась, вот так, кумир. То есть вот этот момент восхищения. Мгм. Я слышу его моменты, ну, как бы восхищение, получить одобрение. Одобрение чего? Вот она показывает, что она вот этой ногой вот так тын-дын поднимает ее, хочет ходить, но этот имплант такой огромный, как будто бы вся нога заморожена в этой красной энергии. Она М. говорит, это вот в крови Владимира. То есть он Мгм. считывается как усилитель. Вот этот черт проявился, который вот как волну Мгм. эту какую Усиливал эту вину? усиливал это, да, эту Мгм. вину, хотя Мгм. она вообще не виновата была. Хорошо, пусть Ирина ее теперешним сознанием зайдет в тот момент, передаст себе информацию, откажется, если она хочет восхищаться и вообще слушать и взаимодействовать с этим Ильей, символами, его духами и всем прочей атрибутикой антимира. Ну, вот как оно интересно сработало, если вот она чувствовала чувство вины, это Мгм. означало, что она принимала, как принимающая сторона, человек как приемник и передатчик. То есть в этот момент, когда она дала это разрешение, как будто чувствовать себя виноватой, то таким образом как бы открылся тот портал для переброса кармы. Мгм. И он перебрасывал на нее ту карму тяжелую ответственности за ту магию, которую он творит. Вот. Ну, это обычное дело, это всегда так происходит. Я передаю ей, что вся ситуация изменилась, и она может приказывать этому Илье забирать ту Мгм. вину. Вот я вижу, как это все, она просто вытаскивает эту ногу, это все оживает у нее, потому что она ни в чем не виновата, а он искал эту карму, то пусть забирает. Мгм. Вот. И я вижу, как этот скрючивается, этот ловец душ, потому что это не снов ловец, а ловец душ, а сны – это иллюзия, то есть это фактически ловец этих иллюзий. Это вот открывает портал в подсознание, Мгм. чтобы буквально считывается приложить руку к иллюзиям. Мгм. И она вот буквально Мгм. выплюнула, опять она выплюнула это все.
и привязка уходит. Она поднимается вверх. Я передаю Ирине, чтобы она почистила все ее пространство от этого масонского эгрегора. Мгм. Пусть Ну, очищает. он считывается как Мгм. масон. Мгм. Хорошо, очищает постепенно пространство, призывает силы Да. кармы за все ловушки и воздействия, отсоединяет всю эзотерику, всю эту ихнюю энергию. Мгм. То есть призывает все ее частички души, потерянные, очищает, поднимается вверх. Мгм. Она это Так. делает. Хорошо. Посмотри сейчас, как выглядит Ирина. Ну, она вот стоит как шар, но на голове, где 7-я чакра, там что-то есть, какая-то энергия. Мгм. Считывается как блюр, такая вот полосочка, как будто бы энергия с тора выходит. Это Мгм. генератор, а это наоборот движение внутрь. Считывается медитативная практика расслабления и уходит куда-то такой змейкой, там какие-то герцы. Мгм. Ритмы эти бинуральные. И вот так вот уходит в Мгм. сектор духов, вот туда. Сейчас я посмотрю. Мгм. Считывается сочинение иллюзий. Мгм. Так, Ирина хочет убрать негативное воздействие, отказаться от этого, убрать, Сейчас я хочу очистить. посмотреть, Как это сработало? Мгм. почему это сработало, на что это вообще притянулось. Мгм. Она говорит, он мне дал пластинку, показывает на Илью. Ну вот эти пластины, листочки, которые вот были. Мгм. Эта медитация, говорит, стала тоже как усилителем. Это ее программу включила еще больше, вот эту инфантилизм, да, то есть нежелание в этом разобраться, это скрыть, ну, вот эти программы. Обострила эти Усыпляющее. программы, Мгм. да. То есть я ей Мгм. передаю, что она может отменить прослушивание этих медитаций, которые вот включили в нее желание не прорабатывать, а как бы приглушить просто это все. Мгм. Вот, она это делает. Я вижу, как эта энергия уходит, и все исчезает. Но это Мгм. сработал принцип чистому чисто все, а нечистому не чисто ничего. Ну, я, Мгм. например, ну, не вижу смысла просто слушать музыку и летать в своих иллюзиях. Я люблю, чтобы был смысл, да. То есть если я Так. слушаю медитацию, даже пассивную, лежа, ну, там с определенными, ну, как бы аффирмациями. То есть должна быть цель. Когда нет цели, да, то есть, Мгм. ну, какой смысл? Ну да, смысл приглушить было эту вину, видимо. Ну, так у нее М. получилось, да. Ну да. То есть надо ставить правильную цель. Хорошо. Хорошо, пусть Ирина очищает ее пространство, вот это все, или что воздействия были, пусть тоже карма Мгм. отдают ему за эти подставы, пусть очищает. Мгм. Мгм. Так, посмотри сейчас, как выглядит Ирина. Ну, поворачивается, стоит, как ангел с крыльями, смеется. Лицо сияет, ее лицо сияет, показывает сердечный центр, привязка еще. Я ей передаю, чтобы она просто все отпустила и вытолкнула, Мгм. что она ни в чем не виновата. Пусть она сейчас возьмет из своего рода, ее отца и рода ее матери все самое лучшее.
А Мгм. все негативное пусть отправляет в портал на утилизацию. Пусть поблагодарит тот опыт, который она прошла, получила, и восстановит целостность ее божественного рода на всех уровнях сознания, подсознания. Пусть заберет всю силу своего божественного рода и уберет все чипы, подключки, импланты от чужеродной матрицы. Мгм. Пусть восстанавливает ее истинные эфирные ДНК, данные ей перед Творцом. Мгм. Все чужеродное отсоединяет, отправляет на аннигиляцию. Пусть все сны ее очистит от чужеродных воздействий, Ну, наполнится сны светом. у нее хорошие, подсказки, то есть идет глубокая работа. То есть наоборот сейчас нужно проявить любовь, заботу к себе. У нее хорошо работает интуиция. Я передаю, что она может сейчас зайти в тот момент, когда она совершенно уже очищена, гармонично и свободно двигается по своему духовному пути, смелая, свободная, Мгм. пусть восстанавливает коммуникацию со всеми частями ее сознания, подсознания, физического тела, вот, со вселенским божественным разумом. Мгм. То есть она очистит ее дом, ее пространство личное в этом доме и кошку. Пусть почистит, чистит от чужеродных энергий. Да, я ей передаю вот эта кошечка, чтобы она вот она тоже села на корточки перед этой кошкой. И я передаю, чтобы она очистила кошечку, потому что кошечка как будто взяла на себя вот это заботы. Вот у нее это так суперперфекционизм, да, как проявление инфантильности. Мгм. Да, точно так же и эта кошечка, то есть она тоже перебрасывает карму мне. Впитывает эту карму. Да, Мгм. я передаю, что она свободная, чистая, гармоничная, и пусть эту энергию сейчас передаст своей родне, своему дому. Мгм. То есть передаст дочери информацию о ее освобождении. Анне. Мгм. Хорошо. Ну, тогда поднимаемся вверх, Да, закрываем все эти ситуации, отправляем на аннигиляцию, очищаем, порталы закрываем. Еще раз да. посмотри на Ирину, как она выглядит. Ну, показывает себя со всех сторон. Угу. Да, разорвала контракт, это все хорошо, отлично. Красиво, Ирина, все ли мы сделали для нее на этом сеансе? Да, она показывает мне кольцо на руке, золотое, и говорит, что она свободна для встречи с Владимиром. Пусть тоже ему информацию передаст из наших сеансов, алгоритм освобождения. Ну да, сейчас еще посмотрю, какое-то имя прозвучало, не хочу говорить. Угу. Да, ну это я ей говорю, чтобы она этого человека, Кирилл зовут, чтобы она его, эту энергию отправила в портал на утилизацию. Все отправляет, Угу. черная энергия. Пусть она полностью освободит свое сердце. И вот сейчас, в этот момент, вот оно шух, и вот эта энергия, которая была там, вот в том воплощении, как сердце такое, знаешь, как наполнилось, как шар такой или сфера, вот оно наполнилось. Да, Угу. она Хорошо. поднимается вверх. Ну, пусть Ирина, да, чтобы ее подсознание не впускало чужеродные энергии и отстаивало чистоту. Ну, я сейчас эту энергию, которая ее там держала, ты как будто Угу. считываешь, говоришь то, что я вижу. Угу. Вот, то я тоже ей помогла, потому что она вот так поднималась вверх, а это ей как бы держало. Я ей сказала, чтобы она это просто отпустила и отправила. Все, что не наполняется светом, пусть она отправит на аннигиляцию. Угу. Слышу в карман сознание Люцифера. Ну, разделение свое себе, а пусть они забирают Да. то, что их.
И все. Свет к свету, тьма к тьме. Хорошо. Ну все, тогда с Ириной прощаемся. Благодарим за наше высшее Я, за помощь. Виктория, отсоединись от всех и всего. Соединяюсь. Мгм. Поднимись максимально вверх. Проверь твое личное пространство. Все чисто. Наполняемся энергией любви, жизни, гармонии, света. Мгм. Я посчитаю от 1 до 3, ты выйдешь в физическая реальность, где я с тобой разговариваю, будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся.